Мое почтение, друзья! Прежде чем я начну свое вещание, хотел бы напомнить, что именно сейчас, в это мгновение и в эти минуты проходит турнир, организованный нашей с вами любимой студией Ironhide. Участие могут принять все желающие, призы приятные, уровень напряжения максимально высокий. Детальную информацию по челленджу можете найти на официальном канале или сайте студии, либо у меня в сообществе. А теперь, народ, к главному. Сегодня, друзья, на повестке дня новая башенка, которая залетела к нам с новым обновлением под названием «Сумеречные длиннолучники». К сожалению, многоуважаемый и мною лично почитаемый репортер Линерии Овечка еще не успел пообщаться с этими искусными воинами, поэтому разбираться, народ, пока будем сами. Лучники искусные в охоте на сильных врагов, они наполняют свои стрелы темной энергией. Башня выполнена по всем канонам и традициям эльфийского мира с ноткой ностальгической части Kingdom Rush Origins и щепоткой темной эльфийской энергии. Башня сумеречных длиннолучников представляет собой некий аванпост комбинации двух сумеречных истязателей и мощного стрелка. Но обо всем по порядку, друзья. На первом уровне башня имеет 16-20 урона с очень медленной перезарядкой и существенной дальностью атаки. На втором уровне башня имеет 39-53 урона и огромным радиусом атаки. На третьем уровне урон достигает 73-100, также с огромным радиусом атаки. И на последнем, друзья, четвертом уровне апгрейда башни урон составляет 117-157 с огромнейшим радиусом атаки, но также, увы, к сожалению, медленной перезарядкой. На последнем этапе прокачки открываются две способности башни. Первая — это клинки помощи. Призывает двух вышеупомянутых сумеречных истязателей. На первом уровне они имеют 40 здоровья, 10-14 физического урона. На втором этот уровень немножко улучшается, 60 здоровья и 14-22 урона. Ну а на третьем уровне, народ, здоровье юнитов уже аж целых 80, а урон составляет 20-30 единиц. И при этом, если присмотреться, юниты имеют слабую защиту от физического урона, что тоже очень даже неплохо. Вторая способность башни — охотничий азарт. Каждое убийство врага увеличивает урон башни на 1-2 пункта, пока все злодеи не падут. Тем самым урон можно довести до неприлично высокого, в зависимости от того, какое именно количество врагов вы успеете положить за прохождение кампании. Ну и напоследок, друзья, интересным дополнением башни есть ее возможность менять фокус, а именно выбор цели Max 03 меняет фокус башни на врага с наибольшим здоровьем. Прелестно подходит функция, если вам необходимо снести или попасть в жбан какому-нибудь дерзкому, мерзкому, мощному танку. А также выбор цели ближайший меняет фокус башни на врага, который так дерзко и неистово мчит для того, чтобы прорвать наши с вами, друзья, заграждения и пройти за флажки, точечки, которую мы так тщательно бережем. Вот такие вот, друзья, в принципе, общие характеристики, данные, навыки и способности новой башни. Как по мне, честно вам скажу, довольно неплохая башня. Это при том, что первое мнение мое вот лично было ошибочным до тех пор, пока я ее не поюзал и ей не поиграл. Потому что на самом деле изначально она мне показалась довольно медлительной, чем-то схожей на мушкетчиков из первой части Kingdom Rush с колоссальным уроном, большим радиусом поражения, но очень-очень-очень медлительной перезарядкой. Но поиграв и потестив эту башню, на самом деле в комбинации с рядом других башней и поддержкой героев, этот аванпост действительно поможет вам в грандиозной битве по
истощению и уничтожению всех врагов Альянса. Друзья, надеюсь, это видео вам было интересно. Мой анализ скромный, но очень надеюсь, что поможет вам в дальнейших битвах. Берегите себя. Мира, добра, благополучия. Да пребудет с вами сила. Па-па.